Готовы наши олот самса? Давайте. Сейчас уже никого нет дома. Пока еще не пришли с работы. Вот она, смотрите. Сочненькая такая. Ух ты. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, мои дорогие. Рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня я хотела приготовить вместе с вами. Никогда сама не делала. Первый раз я готовлю олот самса, вот нашумевший. Очень мне нравится. Вообще вот в Узбекистане сейчас так популярно стало. Поэтому давайте приступим. Ну что значит? Мы сделаем, значит, обязательно вот должны приготовить тесто и начинку. Ну вот что у нас уходит? Смотрите на тесто, да? Самое главное, да? Ну это мука, вода, обыкновенная вода. И вот у меня, вот знаете, вот здесь вот растительное масло немного. И, естественно, конечно, соль. Куда нам без соли? Начинка у нас, значит, мясо, курдючное сало, думбайога у нас говорят. И плюс, значит, лук, помидоры и немножечко болгарского перца я положу. А так я вам полностью в описании все будет у меня под видео будет представлено. Поэтому давайте приступим. Так, в первую очередь, значит, смотрите, тесто начинаем готовить. У меня уходит сюда, вот смотрите, я вот здесь вот обыкновенно холодную воду взяла. Вот здесь 400 миллилитров у меня. Я немножечко на большое количество делаю. Ну, не знаю, может быть и небольшое. Может, и нормально. Вот, но я привыкла уже готовить так. Дальше у меня идет обязательно соль. Соль уже вот на это количество я где-то даю уже вот такой вот, полторы чайные ложки соли. Вот так вот размешайте обязательно. И дальше добавляйте растительное масло. Вот смотрите, где-то вот 2 столовых ложечки у меня. Но обычно так, смотрите, если у вас тесто, вот вы готовите, например, пельмени, да, лагман, это в воде все варится, да, то обязательно мы яйцо добавляем. А вот здесь вот, если вот вы печете в духовке, вот обычно вот наша самсу, вот слоеную самсу даже я делаю, плюс манты, значит, прям ханам, да, мы туда не добавляем обычно яйца. Сюда я тоже не буду добавлять яйца. Все, вот размешала. И добавлять буду сейчас муку. Так, мука у меня просеяна. Здесь вот у меня 550 грамм муки. Посмотрим, сколько уйдет. Я вам уже потом расскажу. Постепенно добавляю муку, замешиваю такое, знаете, тугое тесто вы должны заместить. Я сделала вот сейчас, готовлю это тесто из муки высшего сорта делаю. Конечно, можно готовить из муки первого сорта. Ну, это уже по желанию. Здесь на самсу оно не играет такого большого значения. Первый сорт или вот, знаете, высший сорт можно использовать. У меня вот 550 грамм вот здесь вот ушло, да? Я смотрю, у меня мягкое тесто. Поэтому я еще добавляю, вот смотрите. Здесь у меня грамм 50 еще. Постепенно будем добавлять. Ну, где-то у меня, наверное, я думаю, 600 вот так вот уходит грамм муки приблизительно. Ну вот мы довольно-таки, знаете, вот это тугое тесто вот замесили, да? Смотрите, я даже на столе вам покажу. Вот, смотрите, вот. Все, и не заморачивайте слишком долго. Клейковина должна немножечко разойтись. Мы берем и вот так вот накрываем часто. Пускай она у нас постоит. Мы будем готовить сейчас начинку. Ну что, приступаем мы к нашей начинке, к приготовлению. Смотрите, здесь у меня идет вот это вот мясо. Ну, какое говядина у меня обычно. Можете вы делать из баранины. Вот. Здесь у меня где-то было кило с лишним. Сейчас я начинаю его нарезать будем. Ну, довольно-таки тонко нужно порезать. Полосочками. Вот так вот. У меня мясо мягкое, видно. Когда мясо мягкое, его сразу уже видно, когда оно хорошее, так вы знаете. Солнышко то появляется, то исчезает. Вот мы мясо нарезали. Ну, где-то у меня здесь грамм 700-800 уже вышло. Теперь я вот эти курдючное сало тоже кубиками нарежете.
курдючное сало. Вот грамм где-то у меня здесь 200, вот так вот 100-200 грамм. А мясо тоже у меня само по себе жирное получилось, вообще само. Там у меня и как бы, ну, говяжий жир тоже есть. Вот. Мясо мы нарезали, курдючное сало. А теперь обязательно, вот смотрите, болгарский перец очень мелко нарезаем. Для чего я добавляю вот болгарский перец? Ну, она получается, знаете, вот сама по себе. Это как алот самса, она как бы и овощная идет, потому что там помидоры, видите. Плюс болгарский перец, его, какое у него свойство есть. Он забирает запах вот этого вот мяса. Сначала вот на такие вот полосочки, очень мелко-мелко-мелко. Где-то, знаете, я 2 болгарских перчика добавлю, ну, может, 1,5 вот так вот, знаете. Дальше. Ну, теперь будем лук. Я стараюсь, знаете, люблю я вообще, когда самсу, вот особенно готовлю, манты, вот обязательно удлиненный. Я вообще люблю его использовать. Удлиненный, более, видите, вот он удлиненный у меня. Ну, конечно, вот так порежется. Так, вот мы лук тоже наш нарезали, да, полностью. Мелко вот так вот. Теперь что мы будем добавлять? У меня 3 луковицы ушло, средних таких вот. Больше среднего даже. Теперь обязательно, значит, мне кумин добавим. Зра. Хорошенечко вот так вот я всегда между пальцами растираю. Паприку немножечко добавлю, горькую паприку. Слегка. Да, тоже по желанию. Ну и черный перец, конечно. Обязательно. Я всегда добавляю обычно, знаете, растительное масло. 1 ложечку, где-то столовую, 1,5 до 2. Ну, это в зависимости от того, какое у вас качество. Почему? Вы же знаете, оно всегда задерживает жидкость. Не дают лука много жидкости, чтобы вышло. Вот поэтому все я перемешиваю вот это вот. Оно постоит. Потом мы добавим обязательно водички. А, самое главное, я соль забыла. Вот так вот. Это уже на ваше усмотрение, сколько вы любите. Ну, где-то, значит, чайная ложечка, может быть, соли. Смотрите, у нас шикарно. Такой вот начинка получилась хорошая. Пожалуйста, помидоры. Помидоры я буду добавлять попозже. Смотрите, их порежу, потому что я сейчас не буду заранее. Периодически не забывайте обминать наше тесто. Я еще раз его обмяла. Вот наш фарш, смотрите. Такой вот красивый. Потом добавлю водички туда, перед тем, как я буду формировать уже вот эти вот наши алат самсу. Вот, пожалуйста. Для наглядности вот тесто. Оно у нас такое хорошее получилось тесто. Оно должно у вас все-таки быть гладким, знаете. Тогда у вас самсушки должны быть хорошие. Пускай еще немножечко постоит. Это наше тесто. Видите, у меня уже пузыри появились. Накроем, отдохнет. И продолжим. Ну что, вот наше тесто постояло, отдохнуло очень хорошо. Смотрите. Вот такое все равно мягкое получилось. Вот так вот немножечко надо расплющить. И потом, значит, мы будем делать жгутики. Порежем. Так, раз. Так, все-таки их припыляйте уже мукой. Так. Вот теперь смотрите, я не делала никогда. Я хочу посмотреть. Смотрите, а сколько тут у нас грамм будет. Сейчас будем взвешивать.
Сейчас у меня вот здесь вот 55 грамм. Знаете, я сначала раскатаю, посмотрим. Вот эти вот 55 грамм. Они у нас еще должны постоять, а просто первую на пробу, смотрите. Я же делаю первый раз. Давайте попробуем. Так, видите, она у меня еще тугое, она же должна у нас постоять немножечко. И старайтесь, знаете, мы всегда самсу катаем в основном, вы знаете, в центре поменьше мы катаем. Центр у нас потолще бывает, а вот по краям обязательно вы должны катать, понимаете? Чтобы это было потоньше. Самса вообще и слоеная самса, так, и такая самса, вот самса. Я думаю, что вот по 55 грамм будет как раз то самое то. Вот смотрите, я померила ровно все по 55, 53, 54, 56 грамм, да? Теперь смотрите, что вы делаете. Обязательно вот смотрите, в муке вот так вот, вместе вот так, и две вот штуки как бы соедините, вот так, раз и придавите. И она у вас пускай будет постоять немножечко. И дальше, вот смотрите, в муке я вот так вот обваливаю. И вот так вот, смотрите, вот так, раз, и две штуки вот так вот придавила. Как-нибудь на канале я покажу, как я делаю слоеную. Слоеную тоже вот так же вот мы придавливаем, так делаем. Здесь немножечко, они, знаете, размер у них побольше. Вот этих вот самих вот самсушечки будет побольше, а вот самса. 23 штуки у меня получилось. Все. Теперь они у вас, пускай немножечко, вы пакетиком, вот мы сейчас закроем, пускай они еще у вас постоят, отдохнут. Все, будем раскатывать и уже потом лепить. Там уже осталось совсем ничего. Так, вот смотрите, я вот таким вот образом нарезаю вот наши помидорчики. Видите, вот так вот. Вот сначала вот так вот, потом вот так вот порежьте их, вот видите. Для чего мы режем помидоры? Для того, чтобы на каждую вот эту вот внутрь нашей начинки обязательно по одной помидоринке положим. Тогда они у нас будут сочными. Вот наши помидоры. Смотрите, вот наше тесто постояло, вот я немножечко вот так вот прибылю ложечку нашу рукой и начинаем раскатывать наше тесто. Старайтесь, вот смотрите, края, да, как я вам говорила, в основном центр пускай будет у вас немножечко потолще. Вот каждая вот эта вот лепешечка, как бы. А края у вас должны быть немножечко потоньше, смотрите. Ну, приблизительно 20 на 20 сантиметров вот диаметр у вас должен быть. Сейчас даже линейкой вот специально померяю. Посмотрим. Вот линейкой давайте померим. Вот у меня здесь, смотрите, вот ровно вот 18, вот здесь на 18 сантиметров, немножечко еще покатаем края. Сделаем приблизительно 20 на 20 сантиметров. Вот, пожалуйста. Видите? Тесто вот такое тоненькое получилось у нас. Все. И начинаем лепить. Вот смотрите, я где-то беру здесь вот по 60 грамм вот этого вот фарша. 60, может быть, вот 65 грамм берем. Ну, в виде треугольника вот так вот берите, сделайте. Теперь обязательно одну помидоринку ложим, вот так вот. Я, вы знаете, немножечко воды хотела налить, но не буду наливать фарш. Я считаю, что он сам сочный у меня очень. Сначала вот смотрите, вот эту часть мы закрыли. Потом вот так вот, этот треугольник идет у нас, видите? Вот. Вот. Ничего, у меня тесто хорошее получилось. Все. Так вот закрыли. Не слишком мы не будем сильно залепливать его. Все, и вот этот вот край, вот этот вот, ну, если нужно будет, вот так вот водичку. Все. И отправляем на лист. Вот смотрите, первую партию вот налепили, я первый раз делаю, смотрите. И обязательно вот хорошо водой вот надо его вот так, знаете, а вот так готовится. Лишняя водичка будет, вот так вот сольете потом. Все, и в духовку. Все у нас готово. Теперь мы будем
Я на большом огне. Ну, я не знаю, 250, даже 300 градусов. Все, я начала выпекать. Ну что, готово, значит. Наши вот такие вот. Вот смотрите, вот наши вот самсушки. Ну что, вот у нас обязательно мы соус должны сделать. Вот из помидоров обычно. Я прям на терочке вот так натру. Ну что, готовы наши олот самса? Давайте. Сейчас уже никого нет дома. Пока еще не пришли с работы. Вот она, смотрите. Сочненькая. Ух ты. Горячая. Ой, такая вкусная, не оторваться. Вот с соком особенно. Вот вы знаете, вот с этим вот специальный соус. Я быстро приготовила. Конечно, очень вкусно. Такая сочная, хрустящая.